Мужчина спас беременную волчицу, но то, что волк сделал дальше, по-настоящему душераздирающе. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Пара волков, живущих в глухой северной тайге, находилась под негласным наблюдением сотрудников природоохранной службы, которые знали эту пару уже не первый год и неоднократно видели следы их передвижений на свежем снегу. Самца звали Тайгар. Он был крупным, выносливым, с густой темной шерстью, внимательным взглядом и всегда держался рядом со своей подругой, словно понимал всю ответственность за нее. Волчица по имени Эльма находилась на последнем месяце беременности. Ее тело стало тяжелым, движения — осторожными и медленными, дыхание — глубоким и неровным. С тех пор, как Эльма забеременела, она перестала участвовать в охоте и лишь медленно перемещалась между заснеженными ельниками и буреломом, выбирая места, где ветер был слабее, а снег — мягче. Тайгар полностью взял на себя роль добытчика, каждый день принося ей пищу, иногда рискуя, выходя к окраинам леса и преодолевая десятки километров по морозному насту, где каждая ошибка могла стоить жизни. Их связь была необычайно крепкой. Они часто касались друг друга мордами, терлись боками, замирали рядом, прислушиваясь к звукам леса, молча подтверждая преданность и доверие. Чем ближе был срок, тем тревожнее становился Тайгар. Он почти не отходил от Эльмы и возвращался с охоты как можно быстрее, иногда бросая добычу, если слышал ее тревожный скулёж. В одно морозное утро, в разгар суровой зимы, когда снег скрипел под лапами, а воздух был прозрачен и колюч, волчья пара вышла на открытую прогалину возле замерзшей реки, неподалеку от старого зимовья инспекторов, где иногда теплился дым из трубы. Внезапно Эльма заскулила. Ее тело содрогнулось, мышцы напряглись, начались роды. Боль была сильной, волчица упала на бок, лапы дергались, из груди вырывались хриплые надрывные звуки. Тайгар растерялся, не понимая, как помочь, и издал протяжный вой, полный отчаяния и страха. Его вой разнесся по замерзшему лесу, отражаясь от деревьев, и был услышан людьми, патрулировавшими территорию. Эльма тяжело дышала, ее глаза были мутными, тело дрожало от холода и боли, шерсть намокла от снега и крови. Тайгар осторожно лизал ее морду, стараясь согреть и успокоить, но Эльма уже почти не реагировала. В какой-то момент она обмякла. Дыхание стало редким и поверхностным. Тайгар отступил на несколько шагов, снова завыв, громко и тревожно, его взгляд метался по белой пустоте в поисках помощи. Под телом Эльмы проступила кровь, алыми пятнами расплываясь по белому снегу. В небе кружили вороны, привлеченные запахом, но Тайгар оскалился и зарычал, не позволяя им приблизиться. Это была грань между жизнью и смертью. Либо помощь придет, либо все закончится здесь, среди морозной тишины. Инспекторы Алексей и Роман ехали на снегоходе по северному кордону, когда услышали непривычный вой, от которого у них похолодело внутри. Они остановились и через бинокль стали всматриваться в сторону звука. Вдалеке они увидели Тайгара, стоящего рядом с лежащей на снегу волчицей. Осознав серьезность ситуации и понимая риск, они решили действовать немедленно. Роман подготовил ружье с успокаивающим дротиком, а Алексей достал медицинский набор. Руки его дрожали от холода и напряжения. Тайгар заметил людей, но не проявил агрессии. Казалось, он чувствовал, что перед ним не враги, а последняя надежда. Когда волк отступил на несколько метров, Алексей быстро подошел к Эльме и проверил ее состояние. Пульс был слабым, дыхание едва ощутимым. Живот был напряжен, кровь продолжала течь.
Алексей ввел обезболивающие и препараты для стимуляции родов, стараясь действовать быстро и точно. Роман стоял неподалеку, не опуская оружие и не сводя глаз с Тайгара. Волк оставался неподвижным, его взгляд был полон тревоги и боли. Люди понимали, что борются не только за жизнь волчицы, но и за доверие дикого зверя, которое легко потерять одним неверным движением. Через несколько минут после инъекций тело Эльмы снова содрогнулось, начались схватки. Алексей надел перчатки и осторожно помог, контролируя дыхание и положение детенышей. Первая маленькая мордочка показалась наружу, и вскоре на свет появился волчонок, тихо пискнув. Следом началась новая схватка, и родился второй, чуть крепче первого. Третий появился последним, слабым, но живым, и Алексей осторожно растер его, заставляя дышать. Роман тихо отошел, давая Тайгару возможность приблизиться. Волк медленно сделал шаг вперед, тихо зарычав, обозначая свое присутствие и право быть рядом. Алексей положил волчат к животу матери, чтобы они начали сосать молоко. Тайгар приблизился еще на шаг, не отрывая взгляда от новорожденных. Его уши были прижаты, а дыхание тяжелым. Инспекторы молча переглянулись. Алексей слегка кивнул. Все удалось. Новая жизнь родилась в ледяной тишине тайги, благодаря доверию между человеком и зверем. Люди отступили, позволяя семье быть вместе. Тайгар подошел к Эльме, осторожно обнюхал волчат и лег рядом, вылизывая каждого по очереди, согревая своим телом. Эльма все еще была слаба, но ее инстинкты постепенно возвращались. Она положила лапу на одного из детенышей, словно защищая и удерживая его рядом. Тайгар поднял голову и посмотрел в сторону людей, будто признавая их участие и позволяя уйти. Алексей положил руку на плечо Романа. Они стояли неподвижно, наблюдая за сценой, от которой сжималось сердце. Жизнь была спасена. 3 жизни появились на свет. Волчья семья вновь стала целым. Инспекторы отошли к снегоходу и через бинокль еще долго следили за ними, убеждаясь, что все в порядке и опасность миновала. Когда Эльма начала самостоятельно вылизывать волчат и тихо поскуливать, мужчины поняли, что могут уходить. С первыми бледными лучами зимнего солнца Тайгар поднялся и медленно пошел вперед, прокладывая путь, а Эльма последовала за ним, и 3 маленьких волчонка неуклюже ковыляли позади, проваливаясь в снег. Семья растворилась среди заснеженных деревьев, туда, где в тишине родилось чудо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.